Россияне за мир с Украиной и против новой мобилизации. Впервые с начала войны большинство жителей РФ хотят ее прекращения. Число противников продолжения войны, согласно опросу, достигло максимума с начала так называемой СВО. И лишь 39% россиян желают продолжения войны, и это абсолютный минимум с февраля 2022 года. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Двое спасателей погибли от российского удара в Запорожской области, пытаясь достать пострадавших из-под завалов в предыдущем ударе. Сахал продолжает операцию против Хамас в больнице Шифа. Ситуация критическая. Уже умерли 40 пациентов, утверждает палестинская сторона. Мы уничтожим Хамас. Мы добьемся полной победы и вернем наших заложников. Сотни тысяч евро на отбеливание репутации Путина в Европе. Деньги немецкий писатель получал от кипрских офшоров путинского олигарха. Все, что было обнародовано, будет расследовано в установленные сроки. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Двое спасателей погибли при обстреле в Запорожской области. Им было чуть больше 30. Мужчины работали на месте предыдущего обстрела, когда оккупанты снова открыли огонь. За несколько часов до этого обстрела россияне ударили по гражданской инфраструктуре Запорожского района. Погиб мужчина. Еще 7 человек получили ранения. Россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру. Произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС в считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар. В результате вражеских обстрелов, к сожалению, двое сотрудников ГСЧС погибли. Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34. Еще трое спасателей получили травмы. Также пострадали 4 гражданских. Израильские войска нашли оружие и террористическую инфраструктуру во время рейда в больнице Аль-Шифа. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. Он сообщил, что никаких боевых действий в больничном комплексе после того, как туда ночью вошли израильские военные, не велось, и никаких столкновений с медицинским персоналом или же пациентами не было. Израильские военные заявляют, что операция в Аль-Шифе продолжается. Вы помните, как нам говорили, что мы не прорвемся в Газу? Мы прорвались. Нам говорили, что мы не дойдем до окраин города Газа. Мы дошли. Нам говорили, что мы не войдем в Шифу. Мы вошли. И в этом духе мы говорим простую вещь. Нет такого места в Газе, до которого мы не дойдем. Убийцам из Хамаса негде спрятаться, негде скрыться, негде укрыться. Мы придем, уничтожим Хамас и вернем наших заложников. Это 2 священные миссии. Вчера вечером я снова говорил с президентом Байденом. Мы не отступим. Мы уничтожим Хамас, мы добьемся полной победы и вернем наших заложников. Но тем временем палестинская сторона заявляет, что ситуация в больнице критическая. Уже умерли 40 пациентов. Директор больницы стоит на том, что никакие боевики ни в больнице, ни под ней не прячутся. Это место лечения гражданских. Более 40 пациентов умерли за последние 3 дня, и остальные находятся на пути к смерти, если не будет предпринято немедленное вмешательство. Мы срочно обращаемся с призывом спасти больницу Аль-Шифа и остановить эти преступления, поскольку израильтяне не нашли ничего, кроме того, о чем мы им говорили. Это место для лечения гражданских лиц, раненых и пациентов, и Израиль должен позволить этой больнице работать и эвакуировать часть пациентов в Египет. Эрдоган назвал Израиль террористическим государством. Такое заявление президент Турции сделал на заседании парламентской фракции правящей партии. По мнению Эрдогана, Израиль реализует стратегию полного уничтожения города Газа и его жителей. И если кампания Израиля в секторе Газа продолжится, то Израиль террористическим государством признает также и весь мир. Мы столкнулись с геноцидом. Поэтому прямо сейчас сотни, тысячи юристов обращаются с этим в Международный суд в Гааге. И поскольку Израиль осуществляет такой геноцид,
Мы будем прилагать усилия, чтобы предпринять все необходимые шаги по поводу признания этого. Я открыто, с чистой совестью говорю, что Израиль – это государство террора. Вы называете Хамас террористической организацией? Хамас – это политическая партия, которая участвовала в выборах в Палестине и выиграла их. И после того, как она выиграла выборы, вы лишили ее прав. Кто их отобрал? Опять же, Израиль и Америка вместе их отобрали. Служба безопасности Украины завела уголовное дело на бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион. Спецслужба назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям филолога. Дело открыли сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них оскорбление чести и достоинства военнослужащего. Накануне студенты университета, где она работает, провели митинг с требованием уволить преподавателя. Согласно материалам следствия, в одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом. Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала пост со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это явилось основанием его преследования со стороны российских спецслужб. В Воронеже сотрудники полиции вручили повестки примерно полусотни уроженцам Азербайджана прямо в тот момент, когда они праздновали день рождения в ресторане. В помещение ворвались вооруженные люди в форме с надписью «СОБР». Сначала силовики проверяли документы у гостей заведения, ну а потом вручили им повестки. В военкомат, по данным издания «Вести», Воронеж вызвали именно азербайджанцев. Повестки вручили гражданам России, которые недавно получили гражданство, но не встали на воинский учет. Их пригласили для сверки данных в военкомат. Если есть время на ресторан, значит есть время и обратиться в военкомат для сверки данных. Дания может блокировать больше половины российских морских поставок нефти. Евросоюз предложил не пропускать танкеры, которые проходят через территориальные воды этой страны. Об этом пишет Financial Times. Такие меры необходимы для того, чтобы Россия не могла избегать установленного ЕС ценового потолка на нефть. В Евросоюзе признают, что России удается обходить ограничения, в том числе и путем использования незападных страховок. Через датские воды на мировые рынки идет около 60% морского экспорта российской нефти. Немецкий писатель получил 600 тысяч евро на популяризацию книги о Путине. Хуберт Зайпель, автор 2 книг о российском диктаторе, получал деньги от офшоров, связанных с миллиардером Алексеем Мордашовым, пишут важные истории. Деньги на выплаты писателю приходили от нескольких офшоров, в том числе и кипрских. Во время расследования журналисты разных изданий изучили утечку почти 4 миллионов документов 6 кипрских компаний, которые занимаются регистрацией фирм и консалтингом. После скандала немецкое издательство прекратило продажу книг про Путина, а правительство Кипра собирается провести собственное расследование. Никто не может стоять выше репутации нашей страны. В дополнение к тому, что было сделано за эти годы, поскольку были приняты важные решения, позвольте мне напомнить вам, что вскоре после присяги нового правительства и из-за санкций со стороны британцев и американцев правительство приступило к дальнейшему укреплению всей институциональной базы. Все, что было обнародовано, будет расследовано в установленные сроки. В Лондонском королевском ботаническом саду в Кью открылось ежегодное рождественское световое шоу. Среди новинок подсвеченные цветы высотой в 3 метра, каскадные гирлянды, подвешенные на деревья, и один из самых длинных световых туннелей, когда-либо появлявшихся на Рождество в Кью. Жители Лондона смогут полюбоваться на световые инсталляции до 7 января будущего года. В этом году, как и каждый год, мы очень старались создать что-то совершенно новое. Нам исполнилось 11 лет.
Поэтому каждый год мы ищем новые и интересные вещи, которые понравятся всем нашим посетителям. Мы представляем новый проект с 22 инсталляциями. 8 их совершенно новые, никогда ранее не встречавшиеся в Великобритании. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!